сирийский кризис, который продолжается уже 5 лет, является как бы такой специфической частью арабской весны. Но в отличие от тех стран, в которых она начиналась, это Тунис, Египет, Бахрейн, Йемен, где главными факторами протестных выступлений, что собой представлял первый этап арабской весны, были внутренние факторы. Это социально-экономический кризис, коррупция десятки лет правящих властных группировок, и вот этот протест вылился в свержение этих режимов и в Тунисе, и в Египте. Что касается Сирии, то в Сирии, как и в Ливии, не было ситуации социально-экономического кризиса. Я неоднократно бывал в Сирии после начала конфликта и могу совершенно ответственно заключить, что социально-экономическая ситуация в Сирии отличалась в лучшую сторону по сравнению вот с этими странами – Тунис, Египет и другие страны. Я не буду приводить здесь цифры, назову только одну. Вот по уровню безработицы, если в Тунисе и в Египте этот уровень среди молодежи достигал до 50%, то в Сирии от 8 до 14%. Сирия сама себя обеспечивала продуктами питания, сирийцы питались трудом своих собственных рук. И вот эта ситуация, она очень отличается от тех стран, о которых я говорил. То есть главными причинами сирийского кризиса был внешний фактор, то есть поддержка внешними силами радикальных вооруженных группировок, исламистских в основном, которые были созданы с помощью вот этих внешних сил. Внешние силы, они известны, это монархии Персидского залива, это Турция, это Запад, стоящий за ними. И вот этот кризис продолжается. Продолжается в основном из-за того, что продолжается вот эта поддержка извне радикальных исламистских группировок, большая часть которых представлена иностранцами, то есть иностранными джихадистами, приехавшими в Сирию воевать, бороться против руководства Башар Асада из 80 стран. И здесь надо, я не буду перечислять эти страны, они известны, в том числе и из арабо-мусульманского мира, и из диаспор Европы, и из России в том числе. Так вот, такова ситуация. После того, как российские ВКС начали поддержку руководства и правительственной армии Сирии и наметились успехи по освобождению территории, которая была захвачена боевиками, я напомню, что 85% населения Сирии сейчас находится на территории подконтрольной правительственной армии. На других территориях, захваченных боевиками, невозможна нормальная жизнь. Там нет электричества, нет снабжения водой, нет снабжения продовольствием, медикаментами. То есть люди бегут оттуда. И я это видел своими глазами. Вот нам показывали освобожденные районы, освобожденные от боевиков разрушенные дома, разрушенная инфраструктура. Вот сейчас наметился мирный политический путь решения сирийского кризиса. То есть заключено перемирие и намечены переговоры вот на 7 марта. Но здесь я бы сказал, что, конечно, безусловно, это позитивный шаг, нет сомнения, но здесь очень много сложностей на этом пути.